В соответствии с российско-американскими договоренностями, со вчерашнего дня на авиабазе Хмеймим приступил к работе Координационный центр по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики. Данный центр насчитывает в своем составе более 50 человек и состоит из 5 функциональных подразделений. Как видите на слайде, в состав центра входят группа анализа и планирования, группа по ведению переговоров, группа заключения соглашений и взаимодействия с зарубежными организациями, группа информационной поддержки и группа оказания помощи населению Сирии. Хочу обратить ваше внимание, что подавляющее большинство российских офицеров Центра имеют значительный опыт миротворческой деятельности, как под эгидой Организации Объединенных Наций, так и в других миротворческих форматах. Уже из названия подразделения Центра очевидны его основные задачи. Получение по единому телефонному номеру и электронному адресу обращения от представителей местных властей и вооруженных группировок о желании прекратить боевые действия и начать переговоры о примирении. Оказание максимального содействия всем обращающимся в Центр по организации контактов и дальнейшего взаимодействия с сирийскими властями для подписания соглашения о прекращении боевых действий и примирении. Взаимодействие с международными организациями по вопросам доставки населению Сирии гуманитарной помощи и возвращению беженцев из других районов, а также стран. Все контакты данного центра перед вами на экране и сейчас активно распространяются через, прежде всего, сирийские средства массовой информации, по телевидению, радио. Вы видите на слайде бегущую строку и непосредственно сам материал, который рассказывает о работе центра и его контактах. Также с помощью СМС-рассылок и электронной почты, а также по любым другим доступным каналам. Как только информация о контактах становится доступна населению Сирии, безусловно, началась активная работа центра. Есть и первые результаты. В центр начали поступать обращения, причем хочу обратить ваше внимание, что это не единичные случаи, их уже десятки. Все обращения, прежде всего, тщательно проверяются. Мы не исключаем и отдельных провокаций по отношению к деятельности центра и его сотрудникам. Как вы понимаете, эта работа очень непростая, так как предусматривает не только переговоры по телефону, но и выезд на места для практической реализации договоренностей о прекращении огня и доставке гуманитарной помощи населению. Теперь конкретным результатом за прошедшие 2 суток. Центр имеет уже более десятка обращений с конкретных мест, и сейчас российскими военнослужащими ведется активная работа. На данной карте синим цветом вы видите районы, откуда поступают обращения о прекращении огня и примирении. Эти районы расположены в различных провинциях на территории Сирии, как вы видите на данном слайде. Сотрудниками центра уже ведется работа с представителями группировок в различных населенных пунктах провинций Хама, Хомс, Латакия, Дамаск и Дера. Одним из результатов этой работы является подписание заявочных листов на примирение, как это в частности произошло в населенном пункте Джавалик, провинция Хомс. Как вы видите на слайде, конкретный документ, подписанный представителями населенного пункта Джавалик, о примирении. Хочу подчеркнуть, что такая работа ведется и в других населенных пунктах провинции Хомс. Имеются практические результаты и на севере провинции Латакия. В горной части этой провинции прекращены боевые действия в населенных пунктах Гнами, Лаулят и Борч-Ислам. И также подписаны документы о примирении. Ведутся переговоры еще в ряде населенных пунктов провинции Латакия. В те районы и населенные пункты Сирии, где подписаны соглашения о примирении, с помощью сотрудников Координационного центра организуется доставка гуманитарных грузов, предметов первой необходимости, а также медицинской и другой помощи населению. Сразу хочу подчеркнуть, что достижения российско-американских договоренностей устраивают далеко не всех. Особенно на севере Сирии, где с территории Турции продолжаются обстрелы крупнокалиберной артиллерии сирийских приграничных населенных пунктов.
Хочу обратить ваше внимание, что избирательная слепота этих фактов международными правозащитными организациями и ведущими западными средствами массовой информации вызывает серьезное удивление, если не сказать больше. Перед вами на экране очередные доказательства этих обстрелов. Вы видите, как с территории Турции с крупнокалиберной артиллерии обстреливаются приграничные населенные пункты Сирийской Арабской Республики. Вместо того, чтобы голословно обвинять нас в неизбирательности наших ударов, призываем Amnesty International, Human Rights Watch, Врачи без границ и другие организации дать свою официальную оценку этим преступным действиям турецких вооруженных сил. Теперь, что касается нашего взаимодействия с американскими партнерами. Вчера военному атташе при посольстве США в Москве были официально переданы все контактные данные горячей линии. Это основной резервный канал, как это было предусмотрено российско-американскими соглашениями о прекращении огня в Сирии. Прошли сутки, пока никаких ответных данных мы не получили от наших партнеров. Не знаю, связано ли это со странным заявлением официального представителя Пентагона Питера Кука, имеющего весьма поверхностное, а точнее искаженное представление о достигнутых российско-американских договоренностях по сирийской теме. Напомню, господин Кук на днях почему-то заявил, что прекращение огня в Сирии – это тест для российских властей. Посоветовал бы господину Куку умерить свой пыл и сосредоточиться на деятельности, связанной с той организацией, которую он представляет, то есть Пентагон. Хотя уверен, делать это ему, в отличие от предшественников, без знания военного дела, непросто. Вот он и стремится компенсировать свои провалы громкими ляпами. Скромнее надо быть, да и профессиональней. Мы обратили внимание на сообщения в средствах массовой информации о якобы разработке нашими американскими партнерами каких-то планов под условными наименованиями «Б» и других букв алфавита. Сразу скажу, мы настроены и более того приступили к конкретной и непростой практической работе по примирению на территории Сирийской Арабской Республики. Рассчитываем, что и наши американские партнеры вместо букв и слов как можно скорее перейдут к конкретным делам. Что касается боевой работы нашей авиагруппы с авиабазы Кмемим. В течение последних 2 суток интенсивность ударов российских самолетов заметно снизилась. Прежде всего, это коснулось тех районов Сирийской Арабской Республики, где уже поступили и продолжают поступать обращения от местных властей и представителей вооруженных группировок о желании прекратить огонь и начать переговоры о примирении. Никаких ударов российской авиации там не наносится. Вместе с тем, особо подчеркну, что заключенное российско-американское соглашение о прекращении боевых действий не распространяется на боевиков ИГИЛ, Джабхат ан-Нусра и других признанных Советом Безопасности Организации Объединенных Наций террористическими. Поэтому самолеты российской авиагруппы продолжают нанесение ударов по объектам этих группировок, международных террористов в прежнем режиме. За последние 2 суток выполнено 62 боевых вылета по 187 целям в провинциях Хама, Рака, Дер-эз-Зор, Алеппо и Хомс. В районе населенного пункта Итрия, провинция Хама, бомбардировщиком Су-34 уничтожено более 10 опорных пунктов противника, располагавшихся на господствующих высотах. В результате ударов инженерные сооружения террористов полностью разрушены, нейтрализовано более 50 бандитов, подбит танк и 3 автомобиля повышенной проходимости с тяжелым вооружением. На подступах к населенному пункту Тадмор, или Пальмира, провинции Хомс, на высоте Тлюль-эль-Рамлят бомбардировщиком Су-34 нанесен удар по позициям террористической группировки ИГИЛ. В результате прямых попаданий уничтожено 2 минометные батареи вместе с расчетами, а также 2 единицы бронетехники. В районе населенного пункта Эль-Баб, провинция Алеппо, бомбардировщиком Су-24 нанесен удар по скоплению живой силы и техники бандформирований террористической группировки ИГИЛ. Данными объективного контроля подтверждено уничтожение не менее 10 боевиков и 3 автомобилей с установленными на них крупнокалиберными пулеметами. В провинции Ракка
уничтожена колонна из 10 большегрузных автомобилей с оружием и боеприпасами, двигавшийся в район населенного пункта Дерезор. В результате ударов российского бомбардировщика Су-34 колонна террористов со всем содержимым была полностью уничтожена.